Привет! Меня зовут Марина, и вы на канале Russian Language Club, канале о русском языке и все, что с ним связано. Я уже неоднократно говорила в видео на этом канале, что русский язык не трудный, русский язык системный. И если вы хорошо знаете, понимаете систему, то русский язык учить очень и очень просто. И в этом видео хочу вам рассказать о одной системной вещи в русском языке, о флексии, точнее о префиксе «пред». Возможно, вам знакомы такие слова, как предвидеть, предназначать, предсказать, предупредить и другие. Давайте вместе разберемся, какие же значения и функции у префикса «пред» в русском языке. Префикс не настолько распространен, что значений у него не очень много. И этому мы рады. Первое, и, наверное, это основное значение – совершение действия заранее, до чего-либо. Предвидеть, предугадать, предусмотреть, предсказать, предчувствовать и другие. Этот сигнал предупреждает пешеходов об опасности. Первому полету в космос предшествовали эксперименты над животными. При добавлении префикса к существительным образуются разные части речи со значением существования ранее чего-либо или накануне чего-либо. Предыстория, предрассветный, предзакатный. При добавлении к существительным также образуют разные части речи со значением положения перед чем-либо, впереди чего-либо. Председатель, предместье. И при добавлении префикса к разным частям речи образуются слова со значением действия, осуществленного заранее. Преднамеренный, предвзятый. Еще одно значение префикса «пред». Действие, которое планируется или предлагается. Предложить, предположить, предоставить, предназначить и другие. И, кстати, это не только глаголы, это могут быть и существительные, предназначение, предположение. И последнее значение префикса «пред» – это действие, которое совершается на наших глазах, перед нами. Например, слова «представление», «представить». Вчера вечером мы видели представление века. Во дворце нам представили уникальный экспонат. Вот и все значения префикса «пред» в русском языке. Как я уже говорила, этот префикс не самый распространенный, не самый популярный в русском языке, но все же он есть, и хорошо бы знать, какие у него значения. Вот и все. Подписывайтесь на канал Russian Language Club, давайте дружить, общаться в социальных сетях, и пока-пока, до скорой встречи!